Друзья, всем привет! Меня зовут Вадим, и вы на канале Спецбуксир. Ну что, настал наконец-то тот день, когда мы расскажем и покажем о нашей, наверное, самой сложной работе за всю историю нашей компании. На нее мы потратили 39 дней, в несколько этапов в общей сложности получилось 39 дней. Порвали множество канатов и цепей, разогнули и порвали огромное количество шаклов. Конечно, были и механические потери. Мы сломали 2 лебедки, разорвали аутриггер на 797, это упор задний на эвакуаторе. Даже пострадал наш штатив для камеры, причем пострадал дважды. Старались выбирать наиболее выгодные ракурсы. И получалось так, что при обрыве каната или там цепей или еще что-то у нас 2 раза обломки прилетели в штатив. Штатив разнесло в пух и в перья. Имя этому монстру, на котором мы бились 39 дней, Дзержинский Титаник. Пошла жара, да? Ну, наверное, его прозвали Дзержинским Титаником именно из-за габаритов и невозможности вытащить его на берег. В октябре месяце 2020 года нам позвонил Александр с вопросом, сможем ли мы вытащить на берег затонувшее судно. Соответственно, он нам привел определенные данные, такие, обтекаемые, будем так говорить. И для того, чтобы понять, что нам для этого необходимо, браться или не браться, хотя у нас был опыт работы с такими объектами, мы уже вытаскивали земснаряды. Мы с Михаилом Юрьевичем решили поехать на место, чтобы посмотреть место проведения работ, подъездные пути, определить и обсудить с заказчиком все нюансы, кто что готовит, когда мы это сможем начать делать. Были сомнения, браться вообще за эту работу, не браться, потому что это глубоко, далеко от берега. Все-таки с этим есть определенные нюансы. Но мы, парни, как говорится, рисковые. Что ж ты едешь-то у меня под боком-то, а? Мы решили за эту работу взяться. Конечно, никто не предполагал, что мы потратим на это такое количество времени. Мы осмотрели площадку, подъездные пути, приняли решение с Михаилом Юрьевичем, что будем работать в 3 автомобиля. Это 2 Volvo и КАМАЗ. На тот момент мы посчитали, что этого хватит. Ну, в общем-то, мы все так или иначе, мы все эти работы выполняли 3 нашими машинами. Ну, а сейчас все внимание на экран. Приятного просмотра. Погнали!
Первый день при таких продолжительных работах, как это, у нас всегда является нерабочим, так как по приезду сначала нам необходимо подготовить все для работ, загнать технику, выставить ее как необходимо, поставить прицеп, разбить лагерь и выполнить прочие приготовления, а не бросаться сразу в бой с крюком наперевес. Собственно, этим мы и занялись. Ну что, парни, одевайте коньки и вперед! Сейчас отожмем, да будем коньки. Согласно нашему первоначальному плану, мы должны были начать работы до становления льда. Но в связи с тем, что наши друзья Рома и Дима с канала «Слово пацана» попали в затруднительную ситуацию при восстановлении ГАЗ-69 для Василия Алексеевича, они обратились к нам за помощью, и мы не смогли им отказать. В связи с этим наши работы отложились на 2 недели. В общем, прибыли мы на место, потихонечку обустраиваемся. Еще толком ничего не сделано. На скорую руку сделали стол, холодильник подключили, микроволновочка, кофемашина. Любим мы кофе, хороший, вкусный. Запас продуктов у нас тут. Это стол будет раскладной, то есть полуфабрикаты, казанчик, мангал. Сейчас шашлычки пожарим. Здесь у нас пока 2 спальных места. Ну, будет как бы 4, не как бы, а 4. Сейчас натопим от печки, от дизельной. Потом включаем масляный обогреватель. И здесь комфортно, потому что очень жарко от печки. Просто ужасно. Ну, запас воды, запас одежды, если промок, провалился, переодеться в сухенькое и так далее. На утро следующего дня мы приступили к подготовке. Заказчик ночью пригнал экскаватор и бульдозер, который мы будем использовать в качестве якорей. Также он привез канат большого диаметра. Этот канат мы будем использовать для зацепов. Мы разделились на 2 команды. Первая разматывала лебедки и подготавливала трос, который привез заказчик. Мы резали его на части и обжимали в петли. Вторая команда пошла резать майны для погружения водолазов. Ни хрена себе! Сантиметров 20 лед! Михаил Юрьевич решил выпилить кораблик. Я говорю, кораблик выпиливает. Вот она, луночка. Ждем водолазов. Сейчас они будут нырять. Вручную растаскивать-то офигеешь это все. А так, мелкая механика. Хулиганы. Какую дальницу сначала, да? Мы сначала в дальний, да, уйдем, чтобы они не мешались нам потом. А, то есть вы тут... Ну, Которым чтобы сейчас ориентир у нас был наверх. Потому что там темно. Там темно. Сколько прозрачность воды? Не знаю, сейчас фонарем посмотрим. Так зимой хороший был. Да, ну, там видно. Нормально видишь? Ну, как лет. Да что нового? Что, цепи давайте.
подай, говорит. И груза не нужны. Ну, кстати, да. Ну, подай, говорит, ему цепь. Он цепь взял и все, и пошел туда на дно. По веревке прям тихонечко опускай. Я за веревку дерну. Вот. Давай. Держи так веревку. Чтобы у водолазов больше не было таких экстренных погружений, как первое, цепь и канаты решили теперь подавать по веревке. Таким способом мы подали 4 цепи и 4 каната. Ребята-водолазы все это закрепили на земснаряде. На это у нас почти ушел весь световой день. Поймали, блин! Выловили, вот он кто клювал. Ну, в общем, вот этот объект под названием земснаряд. Размеры водолазы сказали 40 метров на 9,6. Но пока непонятно, как мы будем действовать. Сейчас завели 4 конца 36-го троса. Ну и завтра, наверное, будем обпиливать лед и пробовать его двигать внутри. А дальше будет понимание. То есть обпилить надо немного. То есть вырежем кусочками вокруг. А дальше будет понимание, как это и что. Наступил второй рабочий день. Вчера мы в первый день завязали канаты, привязали их к земснаряду, вытащили их на берег, размотали одну машину, размотали вторую машину, камазябру завели. Сейчас мы выставим КамАЗ, размотаем лебедки. Если лебедки размотаны, наведем полиспастную систему, заведем якорь. Где второй якорь не вижу, а он там в лесочке спрятался. Первое расчетное усилие где-то 440 тонн должно получиться. Договаривались о том, что с заказчика необходимо 4 каната длиной 45-50 метров, чтобы они были обжаты. В итоге заказчик привез бухту троса 40-го и вот эти вот обжимки. То есть убили вчера целый день на то, чтобы заплести, склеить это все. Ну, в смысле, связать, закрепить, сделать проушины. Пойма наша, наверное, замерзла. Но это мелочи. Ночью было порядка 18 градусов. Вот это наш объектик. Вот там вот баночка стоит, вот там она заканчивается. То есть, а вот здесь, где пойма, вот примерно, где деревце торчит, вот здесь она начинается. Главное, чтобы выдержало крепление, которое находится в земснаряде. То есть, чтобы там не вырвало, цепи выдержали. Цепи, я думаю, выдержат, а вот крепление, за что мы зацепились, вот этот вот вопрос такой. О, камазяка надымил. Ничего, сейчас прогреется. Все будет тип-топ. В общем, у заказчика помер бульдозер. В общем, решили бульдозер закопать как якорь, чтобы от него был хоть какой-то толк. В общем, вот так вот. Главное, чтобы он полберега не отколол, этот якорь. Да, Илюха? Подожди. Будет прорубь новая, бля. Все, есть дома.
Фигурное выпиливание лобзиков. Михаил Юрьевич, передай всем привет. Стой, подожди, дай сфотою тогда. Пила-2. Нифига себе, за ночь 5 сантиметров льда наморозило. Ну вот, что-то какая-то проблема со сцеплением на КамАЗе. Воздух что-то прихватило. Сейчас мы его подтянем, выставим лебедкой передней хотя бы. Гидравлика работает. Посмотрим, попробуем разобраться, что и как. Но, скорее всего, прихватило воздух в контуре. Но пока, чтобы продолжить работы, отпозиционируем его с помощью лебедки. Вперед немножко протянем, а дальше видно будет. После того, как мы выставили КамАЗ, мы приступили к натяжке нашей пылеспасной системы. Канаты натягивались, выбирали свободный ход и резали лед. В общем-то, на это и был расчет, так как резать такое количество льда бензопилой слишком труднозатратно, в общем, практически невыполнимо. Ну вот часть тросов у нас зашло под лед. В принципе, разрезал лед достаточно легко. Квадриком подтягиваем троса. Тяжело квадрик не идет даже. Подтягиваем лебедочку. Перецепились. Слабину выбрали. Сейчас будем натяжку давать. Вот как-то так это выглядит. Ну ё-моё. А я как заработал. Ни хрена не держит якорь. Едет? Проверка связи. Проверка связи. Раз, два, три. Не слышу. Раз, два, три. Проверка. Во, слышно. Давай, пошел. Пошел разведчик. Но мы его контролируем. Стой, стой, Жень. Говори, что видишь. Так, здесь тишина, здесь, но такое ощущение, что трубы двинулись, край труб, короче, вот лед зашел наверх, сейчас проконтролирую. Давай, подтягивай. Близко не подходи. Да, она, по-моему, двинулась. Давай мы нажмем, а он посмотрит. Надо лодку. В лодку его посадить. Шел зазор в пропелах, двинулась. Я предлагаю его туда отправить на лодке. Давайте, Илюша, тебе спецзадание. Там лодка, ты рыбак, давай лодку накачивай. Ух, трещит как. Внизу цепь расправляется, вот слабина появляется. Есть движение, продолжаем. Есть движение по объекту. Трубы шевелятся. Мне кажется, ребят, надо отпиливать. Отпилить трубку надо. Возможно, потому что трубы шевелятся, а как-то вот все остальное не пытается двинуться.
Ну что, попробуем еще раз натянуть. Отпилили рубку. То есть посмотреть, как это что будет. Оставляем смотрящего в лодке. Если под ним треснет лед, он у нас не утонет. Лодочка привязана, в рацию орет, и мы его на берег катапультируем. Ну, в общем, вот как-то так. Сейчас попробуем давануть. Еще раз, Жень, проверка связи. Принимаю. Отлично, работаем. Какой квадр? Давай, тяни. Но, ребята, водолазов, вас это не спасает. Да, понятно. Ну а что, мы здесь не просто, чтобы стоять. Да, целый день казалось, что вы так приехали, так поболтали. Саша, вообще отойдите. Хоть бы одна приехала. Все улетели. Мы даже сами так и не поняли, что произошло. То ли цепь просто соскочила, то ли что-то оторвали. Но ясно было одно, что перецеп мы будем делать уже утром. Утром второго рабочего дня мы восстановили зацеп. Экскаватором разбили замерзший за ночь лед. Еще раз разрезали лед у самой рубки у земснаряда. Заякорили экскаватор и приступили к натяжке каната. Так, наблюдатель готов. Объект наблюдаю. Можем начинать работать. Камера, мотор. Что оторвалось? Здесь все как было, так и стоит, ничего не двинулось. Походу труба лопнула. Я подойду посмотрю. Ну вот, вытаскиваем канат, посмотреть, что же все-таки произошло, где что оторвалось. Канат опять зажимы эти, или уже там труба лопнула, или цепь порвалась. Сейчас вытащим, узнаем. Оказалось, что порвалась цепь, и настало время звать водолазов. Это просто от того, что блядь. Почему? Потому что трубу нижнюю начало гнуть. Да. Еще чуть-чуть ее просто слетит с нее. Грубо говоря, цепь вот здесь вот. Вот на таком расстоянии, там, метра полтора, наверное, от верха, чтобы она выскочила. Ну, то есть То она есть ее будет будет тянуть, она дальше загнет гнуть, просто. и она соскочит просто. Надо перецеплять ее вниз тогда, да? Или как? Вот за Ее, эту да, хуйню? я думаю, ниже вот этой хуйни ее надо сцеплять. Квадратный. Да. Там пояс ниже идет. И вот мы ниже пояса попробуем, заведем ее. Хватит диаметра? Хватит, такой же он там. Да, такой же. Только эту тоже надо перецеплять. Эту какую вот, которая сейчас... Вот такая здесь зацеплена. Она будет следующая, просто светит и все. Это мы какой? Это все будет красавчик сказать. Вот КамАЗа. этот вот идет туда сразу. Вот который ближе к вам вот должен быть какой-то. Да. Или какой? Вот, один из который с бульдозера стоит, должен сюда идти. Бульдозер. Только я не знаю, как мы ее вытянем-то, мужик? Она сейчас во льдах замерзшая. Мы его даже не подтянем сюда. Вы Трос. там не ослабите, ничего не сделаете. Да, я Сейчас- это и говорю. Нет, мы, может быть, трос. Это только вариант сейчас ее натягивать, чтобы она слетела, и потом заново спускать. Да, вот Вы ничего не сделаете так, но и назад ее не подтянете. Ну, короче, давайте заводим вот этот трос, который, да? Сейчас. Или тот надо снимать сначала. в принципе, все равно очередность какая будет. Не, ну очередность, смотри, мы сейчас можем зацепить и попробовать и тянуть. Как-то держать будет. Слетит, значит слетит, получается. Сейчас не подтянем, реально. Там замерзнем. Это вот, Да, который мы подтянем бульдозер. под водой. смотрит. Его надо вытаскивать и заново заводить сверху. Но вытаскивать как? Отцепить. Тянуть. Тяну, ну вот.
Значит, Тогда переодеваться не будем просто. Давай. Ну поехали до цепи. Сначала цепь заведем. Да, да. Так, куда ее? Вот она там хорошая. Тем более. Труба? Ну да, сейчас что-то. Там труба натягивается. Опускаем цепь для зацепа. Одна, да? Ну да. Вот это вот крепление прямо у дна у нее. Всё хорошо. Он боится налета. Да. Ну, боится, да, человек. У него, как он говорит, горький опыт есть. Рыбалки. У всех свои фобии. Так, ну это надо что, давай сюда. Ну, ты знаешь, когда ты стоишь, и он так делает, ух, коленочки-то подгибаются как бы. Трос завели, перекусили и приступили к новой натяжке полиспастной системы. Ну что, Джексон, как чебурек? Ништяк. Бодрячком. Слопал уже? Натяжка пошло. Подъем блоков. То есть с учетом того, как он продвигается. Блин, ну это лед ломает трос пока. Лед ломает, да? Конечно. Ну извини, я же не вижу. А, ну да. Смотрим, что происходит. Давай подтягивай. А трубы колышутся, начали шевелиться вот эти палки, которые торчат необеленные. Они прям под ними лед трескается. Я так понимаю, что движение всей идет. А можно Можешь было... говорить за место объект, например, потому что все пишется. Хорошо? Хорошо, объект начинает предварительно двигаться. предварительно двигаться. Натягиваешь? Да. Да, ну, я же говорю, работа, модель идет, и вторую подтягиваю. Смотри сам на эти самые. Жень, что с рубкой происходит? Да, вместе. Стоп. Понял. Что, стоп, стоп, стоп. А это что слетело? Ну это ничего, это щелкнуло. Ага. Продолжаем тянуть, сиди на месте. Принял. Это который сейчас перецепляли? Да. Что-то как-то он упал. Нагрузка идет, машина двигается. Но сейчас опять что-то там оторвали, похоже. На объекте сейчас будем перецеплять очередной трос. На объекте все отлетает. Очень жалко. Прям не зацепиться конкретно. Усилий не можем развить усилия, потому что все зацепы отлетают. Что-то тяжелое, смотри.
цепью. Цепь живая. Соскочила. И такая дребедень целый день. Один такой бодрый, один такой обреченный идет сзади. Опять накатываем. Да. Все в ваших руках. Чем лучше цепляем, тем меньше ныряем. Подходит, тогда давай. Это в руки тогда надо. Это в руки надо. Поставили автономный свет. Сейчас включим, будет немножко посветлее. Ренатка, дай 12 вольт. Все подключено. Сейчас разгорится ксеноновый фонарь. Ну вот. Сейчас еще не совсем стемнело, не сильно видно. Но, по крайней мере, в темноте видно очень хорошо. Двинулась. Еще раз. Труба, то есть перед вон там сдвинулся. Что по рубке? Рубка недвижима пока. Сдвинулся еще, труба сдвинулась. Все остальное пока стоит. Двинулся и привсплыла. Трубу оторвали. В общем, кусок мы от объекта оторвали. А, это труба с креплением. То есть прям само крепление оторвали. А там, наверное, большой кусок оттяпали. На сегодня мы закончили, надо идти готовить ужин. Этим вечером у нас борщ, а вообще на все время проведения работ у нас было составлено меню. Наступил 4-й день нашего пребывания на месте. Вот, вчера вечером мы что-то выловили. В общем, оторвалась часть деталей от объекта. Не сильно большая, но это была деталь одна из самых крепких, как сказали водолазы. Вот мы ее оторвали. Сейчас будем ее убирать, перецеплять и дальше отрывать. Что делать? В связи с тем, что сцепление не работает на КамАЗе, приходится позиционировать КамАЗ таким образом.
Смотри, чтоб трос мимо бульдозера прошел. Удачного погружения. Крепящая конструкция к валу, к вот этой к лебедке. То есть она вот такая вот шириной, и она станина идет прям по корпусу. И немного углублена она в трюм. Получается, это ниже, то есть, ну, это основная масса будет. И я не знаю, валы, привод мотора и вал вот такой вот в диаметре идет на вот этот, который накручивает трос. На барабан. На барабан? Да. К барабану. Вот приводные вот эти механизмы, они вот такие вот в диаметре. Они полые внутри. Полуби, да. Это кожуха просто-напросто. А вал внутри. Ну, вал внутри, мы его, если обмотаем несколько раз цепью. Не, кожа, скажи. Вал внутри этого кожи. Вот этот диаметр от Не, кожи. ну тут там трос там наматывается, да? Получается, на барабан. Да, на барабан трос, но барабан он очень огромный, мы Да. его цепью не обведем. Ну, а это мимо барабана, правильно? Есть это, ну, место. А рядом с ним, нет, вот барабан стоит вот. И вот как-то сзади, что ли, его получается вот в этот вал и электромотор. Рама у него. И нос идет дальше, а рама уже вверх идет. И труба лежит под низ, получается сейчас, ну, то есть на корабле. Вот за трубу еще есть вариант заехать. Подающую. Труба же, она Очень много лишнего веса. Давай, пошел. Чего делать? Не вели казнить! Не вели казнить! Больше не буду так делать! Собственно, весь день мы занимались зацепами, перецепами и только к вечеру смогли натянуть и посмотреть, что будет. Но, к сожалению, водолазам не удалось найти достаточно надежное место для зацепа, и мы снова что-то оторвали. Докладывай, что видишь? А, руки были заняты. Смотрящий готов. В лодке. Ты в лодке? Да, привязан. Ну смотри, транслируй. КамАЗом натягивай. КамАЗ 77 тоже есть. Не тянет. Илюха, подтягиваешь? Так, работаем одной, подтягиваем второй. Окей? Я тоже? Ты не тяни пока. Ну. Вот натяни, держи пока, все. Держи пока. Подтягивай. Что упало? 77. Лед подо мной хрустит. Ага. Надо это, 797 перецеплять. Останавливаемся? Останавливаемся, 797 перецеплять надо. Там есть Все, ожидаю. Ой. А эту металлолом не берут, не? Да. Только сейчас на пиво пошел, опыт есть.
Продам лед 3 куба. Наступило утро 5-го рабочего дня. В 8 часов мы уже на ногах, начинаем подготовку. В общем, вчера у нас был какой-то результат. Сдвинули мы объект на 15 сантиметров, то есть оторвали земснаряд от дна, на котором он пролежал 20 лет. Ну, в общем, вот сейчас делаем подготовку заново. Растаскиваем троса. Проблема заключается в том, что к чему мы усилий не прикладываем, многие вещи отрываются. Порвали пару цепей 20-х, которые были зацеплены там за швеллера, углы острые на швеллерах. Соответственно, разрывает швеллер цепь. Ну, в общем, результат вчера уже был. Так что надеюсь, что сегодня будет более ощутимый результат. Подъезжаем растаскивать троса. Что там, Жень? Ко льду подошел основной трос. Субботнее погружение. Очень хочется, чтобы оно было крайним. День Конституции. Ну не пуха вам, парни. Патриарх. Бодрит, да? А сегодня ветер. Вот она трещинка. То, что вчера у нас вечером уже земснаряд повернулся. Режем лед. Очень надеемся, что водолазы закрепили прочно наши цепи, что ничего не порвется из цепей и не оторвутся точки крепления. Вот она, наша паутина. Примерная тяга порядка 400 тонн. Вот как ни прогоняй, прутся и прутся. Повтори, Жень, что, сдвинулось? Да, двинулась. Много? Ну, примерно так же, как вчера. У нас движение, она движется. Движение есть, идет стабильное движение, движется. Она, похоже, не разворачивается, а боком так идет. Ну, в принципе, нам без разницы, как она идет. Такое ощущение, что разворот пошел баржи. Он и был вроде как разворот. Разворачивается, да. Правильно? Да, разворот в ту сторону, куда мы планировали. Просто его видно сначала не было, казалось, что просто движение, а оно движение с разворотом. Да, есть такое дело. Обстановка. Уверенное движение. Принял. Да. Езжайте отсюда! Ну, в общем, есть у нас движуха. Оторвали мы ее от дна вчера, сегодня перецепились. И вот мы ее сдвинули практически, ну, здесь где-то около 7, может быть 8 метров. Боком она у нас ползет. Сейчас будем перецепляться, добавлять блок. К сожалению, в этот момент телефон замерз. Нам не удалось заснять добавление блока и то, как мы еще раз протащили земснаряд. Ну вот, пока у нас все движется потихонечку. Вот в таком положении у нас уже земснаряд. То есть подо льдом мы где-то его подвинули. Сколько тут? Метров 25? Ну, 20-25 метров мы его подвинули под водой.
подразвернули, так сказать. Вот одна из проблем зимней работы. Время всего 3:30, а уже солнышко село. Становится грустно и холодно. Еще минут 40 час и будет глаз выколи. Конечно, обидно. Продуктивность работы зимой, конечно, падает. Тут без вариантов. Суббота, 17:06. Идет перецеп тросов. Ну, не знаю, подтянем сегодня мы ее или нет. Сейчас посмотрим, как долго у нас уйдет времени на перецеп. Вот. И там видно будет. Но, скорее всего, уже натянем троса. А тянуть будем по-светлому, чтобы было видно, что мы тянем. Воскресенье, 9 часов 16 минут. Перемотались, перецепились. Натягиваем троса. Лед так серьезно полопался. В некоторых местах даже щели появились. Вот солнышко встает. Наблюдающий со страховочкой. После того, как мы натянули полиспастную систему и у нас пошла тяга, мы услышали сильный металлический скрежет. После осмотра эвакуаторов мы поняли, что потеряли лебедку на 112-й Вольве. У нас сломался кронштейн, и из-за него лопнул барабан лебедки. Но мы смогли найти выход из положения. Перецепились, поставили, подключили другую лебедку, 15-тонную, поставили на нее блок. В общем, тяга увеличилась. То есть, но будем смотреть, как будет якориться. То есть, вот как-то так. Сейчас будем пробовать тянуть. Движений нет. Приступаем к тяге. В связи с тем, что пришлось переехать, никак машины не заякорятся. Но надеюсь, сейчас произойдет. Примерзла опять. Зараза. Так. Что-то задышало. Давай, давай, родная. Движение продолжается. Зашевелился, засранец. Машинки вроде заякорились. Нам надо сейчас, чтобы троса, вот эти длинные, вышли основные на берег, и тогда колоть лед. Потому что пока не выведем троса, как бы нельзя колоть, не подойдем. Так, у нас закончился ход, перемотка. Принято. Пилим новую майну для входа водолаза. Будут смотреть, в каком состоянии объект, ничего там не мешается, не якорится. Лучше точно стало. Конечно. Сделали мы новую майну. Сейчас добавим точку крепления, чтобы разрезать лед, ну и чтобы водолазы спустились, посмотрели, что там и как там, насколько они смогут это сделать. Вот он, наш Титаник, размером 10 на 40 и высотой по рубку около 7-8 метров. Подвинули мы его, если по рубке, то метров, наверное, 10 плюс-минус. Если по морде, то метров, наверное, 40, мы так думаем. То есть развернулась. Бывает, давай. Первый ножницы. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Гвидо, час пробил.
2. У вас доплата за это, что ли? На оп. За что сдам? А ты 2 раза у него выиграл, да? Ты первый нечестно. Почему? Я Он говорит, первые ножницы, я раз сразу кулачок, все, выиграл. А потом Мы туда-сюда. сначала, наверное, посмотрим. Да. Они сейчас будут смотреть крепление, да? Блин, ужасно вообще. Кирпичей полные штаны. После того, как мы разбили и разрезали лед, мы еще раз натянули нашу полиспастную систему. Тяга пошла, и даже он начал двигаться, но тут случилась очередная непредвиденная неприятность. У нас раскрылся аутриггер на Volvo 797. Аутриггер — это задний упор, который встыкается в землю, с помощью которого эвакуатор якорится. И, в общем-то, если перед этим у нас мы потеряли только лебедку, и с этим мы могли смириться, потому что мы вышли из положения, задействовали вспомогательную лебедку через дополнительный блок и получили все равно тягу, как и была. Но с учетом потери аутриггера нам стало намного сложнее. Произошло это потому, что мы, когда упираемся в землю, когда идет натяжка, машина двигается. То есть до момента, пока она не заякорится. И получилось так, что вектор тяги был немножко смещен в сторону. Машина, когда заякорилась и стала наклоняться, то есть крениться, у нас вся нагрузка пришла на один аутриггер. Ну и, конечно, один аутриггер не выдержал и раскрылся. И в связи с этим, что мы потеряли лебедку, потеряли несколько тросов, оторвали несколько точек крепления, порвали 2 тяговых каната основных, которые предоставил заказчик. Совместным решением нашим было с заказчиком отложить это дело до весны. Сбор собирает тоже немало времени. То есть почти сутки световой день придется собирать все троса, цепи, которые были подготовлены для работы. Ну все, мы покидаем место работы с надеждой вернуться сюда весной. Наша камазябра без сцепления. На маленьких оборотах хватнули передачку и поехали. Сейчас выйдем на жесткое, перецепимся. Фу, надымил холодный засранец. Друзья, ну вот и подошла к концу наша первая серия про Дзержинский Титаник. Надеюсь, ролик вам понравился. Я, конечно, понимаю, что, возможно, ролик получился немножко нудноватым, потому что в нем не было такого количества экшена. Вся работа заключалась в растаскивании тросов, и не видно объекта, движущегося под водой. Ну и, конечно, еще камеры. У нас всего-навсего была наша старенькая Легрия на штативе и мой телефон, который постоянно замерзал на морозе, подтормаживал, разряжалась батарейка. Надеюсь, следующий ролик с работами, с весенними работами будет более динамичным. Задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки,
подписывайтесь на канал и до встречи в новой серии. Пока! У нас небольшая проблема, перецеп. На доджике поломалась муфта. Мы сделали перецеп, отстегнули нашу бытовку, зацепили доджа за 112-ю, а бытовку зацепили за сломанный КАМАЗ. Вот такая у нас электричечка.